Вы смотрите «Казахстан 2050». В передаче мы рассказываем о том, как реализуется послание президента Нурсултана Абишевича Назарбаева «Нурлы жол в путь в будущее» в Восточно-Казахстанской области. И с вами я, Ксения Трухачева. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Султан Шынар Ярмеккызы, эксперт проектов по вопросам поддержки малого бизнеса совместной программы ООН Восточно-Казахстанской области, и Жибраева Жанна Жакфаровна, советник совместной программы ООН по Восточно-Казахстанской области. Добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте. Здравствуйте. Темой нашей сегодняшней передачи является содействие совместной программы ООН по развитию малого и среднего малого бизнеса и микробизнеса в Восточно-Казахстанской области. Итак, Шынар, у меня к вам вопрос. Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев в своем послании «Нурлы жол путь в будущее» отметил, что в Казахстане должно уделяться особое внимание вопросам развития малого и среднего бизнеса, которые составляют прочный фундамент для среднего класса. Известно, что одним из направлений совместной программы ООН Восточно-Казахстанской области является содействие развитию малого бизнеса и микробизнеса. Каким образом осуществляется эта работа? В первую очередь хотелось бы отметить, что совместная программа ООН – это программа, реализуемая между правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций. Данная программа финансируется правительством Республики Казахстан на приблизительно 80%. Финансируются все мероприятия, которые реализуются на рамках нашей программы. Мы по поддержке малого и среднего бизнеса работаем в двух направлениях основных. Это консультативно-образовательные мероприятия и финансирование бизнес-проектов. По первому направлению у нас в прошлые года работала сеть бизнес-консультантов в 13 районах области. С их помощью мы проконсультировали и обучили около 16 тысяч человек, разработали более 68 бизнес-проектов. То есть эти консультанты, работая в селе, были приняты на работу из числа местного населения и оказывали консультативную поддержку в вопросах начала бизнеса, развития бизнеса, составления бизнес-планов по получению финансирования. Данная сеть работала до 2014 года, но параллельно мы в 2013 году также запустили сеть онлайн-центров. Это второй проект, да, ваш? Это второй. Второе направление у нас финансируются бизнес-проекты. В основном отбираются инновационные проекты, социально значимые проекты. То есть от этих проектов должна быть польза социально незащищенным слоям населения. Наверное, основная сумма, которая уже на сегодняшний день была реализована в поддержку бизнес-проектов, это порядка 123 миллионов тенге. Это выделил только ПРООН. Вот. Но с помощью этих средств мы, конечно, привлекли при сотрудничестве с государственными программами «Дорожная карта бизнеса» и «Дорожная карта занятости». 21 миллион – это была наша сумма, и 123 миллиона мы привлекли с помощью государственных программ. То есть это суммы, которые на сегодняшний день работают в помощь нашим сельским предпринимателям. Вот. Понятно. Ну, вот, насколько известно, у вас созданы онлайн-центры специальные. Первоначально они должны были базироваться на Казпочте, да? На отделениях Казпочты, но потом решили перенести их на сельские библиотеки, да, насколько известно. У нас изначально инициатива создания онлайн-центров исходила от акимата нашей области. Мы долго думали совместно с Управлением культуры, с областной библиотекой имени Пушкина, это наши основные партнеры по реализации данного проекта, в каких объектах нам расположить онлайн-центры. Решили, что сельские библиотеки – это самые удобные и самое подходящее место, потому что люди приходят туда за информацией, за любой информацией, поэтому в онлайн-центрах расположены уголки, оборудованные оргтехникой, которую предоставил ПРООН. И здесь получается, что любой сельский житель для того, чтобы прийти
в ну, не знаю, онлайн-центр, получить доступ к интернету, скачать какую-то информацию, получить информацию по написанию бизнес-планов и любых других насущных, социально важных или, может быть, экономических вопросов, он может обратиться в этот онлайн-центр. И здесь, конечно же, в особо удаленных сельских регионах мы поставили спутниковые станции для того, чтобы население в этих селах могло без ограничения свободно подойти и получить информацию, встать на очередь в порталах, воспользоваться сайтами электронного правительства. То есть мы расширяем доступ к информации сельского населения. Им не нужно ехать в города для того, чтобы получить какую-нибудь справку, которую он, в принципе, мог бы получить, например, через онлайн-методы. Когда онлайн-центры были созданы вообще? Онлайн-центры были созданы в 2013 году. Мы открыли в 2013 году 32 онлайн-центра. Практически постарались охватить каждый районный центр и соседний сельский округ. На сегодняшний день их насчитывается уже 45, так как дополнительно 12 онлайн-центров были созданы уже местным бюджетом. Местные акиматы, увидев результат, увидев необходимость в этих онлайн-центрах в своем селе, в своих районах, также профинансировали и создали вот эти онлайн-центры. Получается, сейчас по нашей области сколько их насчитывается? 45. Получается, 32 из них были 32. организованы по вашей инициативе, Да. а остальные это уже акиматовские, да? Да, 32 это были профинансированы на оборудование именно ПРООН, а уже 12 это полностью акиматы местных районов. А вообще, каковы успехи, достижения вот этой вот работы на сегодняшний день? Есть какие-то конкретные яркие примеры? У нас есть много примеров. Сотрудники онлайн-центров обучены отслеживать истории успеха, отслеживать интересные истории жителей, которые с помощью онлайн-центров смогли, например, открыть бизнес. То есть люди заходят на сайты фондов, получают информацию по финансированию, по условиям кредитования, составляют бизнес-планы, получают какие-то образцы бизнес-планов. То есть как бы вот в этом плане, да, и с помощью онлайн-центров у нас есть и в Самарском сельском округе, и в Курчуме, и в Катон-Карагае. Предприниматели открыли крестьянские хозяйства, получили кредитование, то есть, опять же, не без помощи онлайн-центра, потому что получили сначала информацию. А также у нас на примере села Кайнар, это у нас порядка 300 километров от города Семей, самый отдаленный населенный пункт, который относится к городу Семей, находится очень на удаленном расстоянии, и там не было вообще никакого доступа к сети интернет. Сегодня жители села Кайнар благодарят ПРООН о том, что как бы есть доступ, и теперь могут без прибытия в город Семей, что в дороге занимает 6 часов, порядка 6 часов, встать на очереди, получить справки и зарегистрироваться в каких-нибудь необходимых социальных учреждениях, в порталах данных организаций. Шнар Ярамыкызы, получается, что вот это чем-то похоже даже на действия ЦОНов у нас в городе, да? Ну, может быть, мы не дублируем работу ЦОНов, ни в коем случае. Мы в любом случае нашими проектами стараемся немного посодействовать, расширить людей, приблизить к этим услугам, чтобы они могли без личного траты времени и средств на это беспрепятственно получить информацию или зарегистрироваться. Ну, допустим, если рассмотреть такой вариант, к вам приходит человек, да, предприниматель, будущий предприниматель, у него на руках, по сути, нет ничего, ни бизнес-плана. Ваши сотрудники помогают, да, и уже одобрение исходит от банков или от вас. Откуда он может средства на дальнейшее развитие получить? Это касательно финансирования наших бизнес-проектов. Здесь мы работаем уже на протяжении последних 2 лет, и в этом году планируем продолжить этап финансирования. Мы работали с неправительственными организациями. Мы выбираем организацию, которая в дальнейшем работает с предпринимателями, городскими, сельскими, принимает заявки от них,
полностью доводят их идею, от идеи выкладывают на бумагу, с бумаги доводят до рассмотрения комитета, и уже на самом грантовом техническом комитете защищают их проекты. После этого, как только их проект будет оценен, одобрен, в том случае, то мы финансируем через этот фонд. То есть получается так, что деньги мы передаем вот этот фонд, неправительственную организацию, и этот фонд со своего счета переводит деньги на счет вот этого человека, вот этого предпринимателя. То есть, Какие-то льготы или процентная ставка как-то отличаются вообще? Да, в целом наша программа финансирования это займы, это беспроцентные, беззалоговые займы. Но особенность наших займов в том, что здесь проекты направлены именно на поиск, данного конкурса направлен на поиск инновационных проектов, новые технологии, зеленые технологии. То есть то, чего вот обычный банк, например, просто так может не одобрить, потому что, возможно, это несостоятельно, но вы, тем не менее, вкладываете деньги, чтобы уже оценив, да, чтобы узнать именно стоит это, не стоит. Да, в любом случае, например, среди членов нашего грантового технического комитета это обязательно независимые эксперты. Это представители от Фонда развития предпринимательства ДОМУ, это Палата предпринимателей нашей области, это наши партнеры, микрокредитные организации. То есть все те представители, и обязательно, конечно, Управление предпринимательства и инновационно-индустриального развития, просто потому что эти люди уже знают, да, какие проекты, какие риски, какие-то экономические расчеты. То есть мы прибегаем к помощи специалистов. И обязательно вот эти инновационные проекты должны быть какие-то новые технологии. Мы выходим просто на новый уровень. Спасибо большое, Шанар Рамиказа. Жанна Жакфаровна, у меня к вам вот такой вопрос. Помимо помощи развитию малому и среднему бизнесу, какие еще направления поддерживаются совместной программой ООН в нашей области? Спасибо. Я вначале хотела бы отметить, что сама программа развития Организации Объединенных Наций на территории Восточно-Казахстанской области работает с 2000 года. С того времени, когда началась реализация программы реабилитации Семипалатинского региона, пострадавшего от ядерных испытаний. Ряд интересных, успешных проектов, программ прошел за это время. Это было 3 программы. И сегодня вы являетесь свидетелем того, что внедряется новая программа. И само название этой программы «Повышение конкурентоспособности региона через внедрение инновационных подходов к планированию и оказанию социальных услуг» на примере Семипалатинского региона, она уже говорится сама за себя. Ну, как вы знаете, что сама программа стартовала в 2011 году, и программа эта направлена, и за это время мы доказали и показали, что программа она идет в контексте, в тандеме с национальными программами, с национальными стратегиями. Если раньше мы вкладывали в содержание наших программ, программу 2030, программу развития территорий, то в настоящее время мы в новые содержания вкладываем в наши проекты. Это для нас главным приоритетом является программа 2050, стратегия 2050, программа Нурлы-Жол. Сегодня то, что обозначил президент, 5 институциональных задач. И, конечно, эти направления сегодня, они у нас во главу угла и являются для нас приоритетными. И хочу отметить, что именно входит в наши задачи. Это в первую очередь планирование, это эффективное использование ресурсов, это повышение потенциала государственных служащих, депутатского корпуса, это наращивание потенциала местного сообщества, поддержка неправительственного сектора. Как раз вот те задачи, которые обозначил президент, и в этом направлении мы работаем. Мы работаем, одним из компонентов нашей программы является развитие местного самоуправления. В чем заключается вот суть этого местного самоуправления? Это национальная программа, национальная стратегия, которая началась уже, можно сказать, с 2000 года, и постепенно наращивается этот потенциал, наращивается эта программа. Есть плюсы и минусы, да. И я думаю, что мы уже показали, как сегодня можно проводить сходы, как сегодня мы научили людей определять свои приоритетные задачи, выбирать главное, видеть второстепенные. Мы научили людей правильно писать бизнес-проекты, просто социальные проекты, которые сегодня пойдут
не только для того, чтобы обеспечить условия комфортности для одного человека, а именно в целом для сообщества. И в результате таких наших действий, нашей совместной работы, я хочу подчеркнуть, что нашим главным партнером является правительство Республики Казахстан и акимат Восточно-Казахстанской области, от которого мы ощущаем очень большую поддержку в реализации наших программ. И к тому же хочу отметить, что в реализации данной программы работают и другие агентства ООН. Я хочу просто это отметить. Это ЮНИСЕФ, это детский фонд ООН, фонд населения и программа добровольцев ООН. И вот, возвращаясь к теме местного самоуправления, я хочу сказать, что за это время было реализовано 24 очень интересных, успешных проекта на сумму 1 миллион 177 тысяч долларов США. В чем же суть этих проектов? Это прежде всего инновационные проекты. Это водосберегающие, энергосберегающие, теплосберегающие технологии. Это капельное орошение, установка теплиц. И наш опыт сегодня внедряется в Мангистауской и Кызылординской областях. И я хочу сказать, что бюджеты, местное сообщество, исполнительные власти, видя сегодня успешность этих проектов, они, конечно, софинансируют те проекты, которые не прошли и которые сегодня требуют еще дополнительных вложений. А вот что бы вы хотели сказать нашим телезрителям в заключении нашей передачи? Нашим телезрителям я хотела пожелать прежде всего здоровья и, конечно, обратить внимание на наши проекты, они интересны. Обратить внимание на то, что сегодня в регионе существуют онлайн-центры, сегодня внедряются интересные технологии, где мы можем быть полезными, мы можем провести консультационные услуги. И я думаю, через неправительственный сектор, через инициативные группы вы можете всегда обратиться к нам. Наше представительство находится в городе Семей, в редакции есть наши телефоны. Замечательно. Вот можно еще поподробнее людям с ограниченными возможностями, социально незащищенным слоям населения? Это тоже большое направление нашей деятельности. И сегодня я хочу сказать, что в этом плане сделано очень много. И это доступность, безбарьерная среда, организация безбарьерной среды для колясочников, для инвалидов в музеях. Это обучение в жестовой речи представителей ЦОН и учреждений культуры. Это создание первого центра дневного пребывания, да в Казахстане впервые, хочу подчеркнуть, центра дневного пребывания пожилых, когда они могут прийти в этот центр, получить любые услуги, в том числе и медицинские, и юридические услуги, психологические, социальные. И самое главное – это общение для людей. Вот. Такой центр у нас имеется, и продолжение, мультипликация таких центров получила свое развитие в Жарминском районе, Аягузском районе, в поселке Мукур, Шыгыс и в городе Семей. Это проект по онлайн-центрам, который сейчас реализовывается в Восточно-Казахстанской области. Это успешный проект, и он на сегодняшний день был внедрен в Мангистауской и в Кызылординской областях. То есть на базе сельских библиотек данных областей созданы такие же онлайн-центры, и местные власти в настоящее время работают с населением, чтобы привлекать. Благодарю вас, большое спасибо. Напоминаю, у нас в студии сегодня были Султан Шнар Ермек-Казе, эксперт проекта по вопросам поддержки малого бизнеса совместной программы ООН в Восточно-Казахстанской области, и Жибраева Жанна Жакфаровна, советник совместной программы ООН в Восточно-Казахстанской области. Большое спасибо за внимание. До встречи.